Всем привет, с вами Тори-чан! Сегодня мы будем готовить популярный японский десерт, который, думаю, многие из вас знают и любят. Мочи. Это такая традиционная японская сладость, сделанная из рисового теста, тянущаяся с начинкой внутри. По-настоящему в Японии это называется не мочи, а дайфку. Мочи на японском это просто рисовые лепешки без начинки внутри. Они могут быть как сладкие, так и соленые, а именно с начинкой внутри называется дайфку. И дайфку расшифровывается как дай большой, а фуку это счастье. Поэтому большое счастье наезд такими сладостями, наверное, в Японии. И дайфку бывают с самыми разнообразными начинками. Самый, наверное, известный многим это ичиго дайфку с клубникой. Также бывают кримы дайфку с кремом. Но самый традиционный вариант дайфку это дайфку с начинкой из пасты анко, сладкой пасты из красных бобов адзуки. Не волнуйтесь, сегодня мы не будем использовать эту пасту, мы будем делать фрутsu дайфку, дайфку с фруктами. И можно делать не только с клубникой дайфку, но и с любыми фруктами, поэтому использовать можно что угодно на ваш вкус. Киви, я буду использовать клубнику, апельсин, а также ананас. Можно использовать еще банан, арбуз, дыню, реально что угодно. И такие дайфку в Японии довольно популярны наравне с ичиго дайфку, клубничными дайфку. И они стоят довольно дорого, если покупать их в магазине. Упаковка 8 штучек стоит в районе $50. Поэтому мы сегодня научимся делать их сами. Для приготовления дайфку мочи, для начинки нам нужны будут фрукты на ваш вкус. Также взбитые в крем сливки, вот такие вот плотные. Также можно будет использовать шоколад, но это не обязательно. А для теста нам нужна будет особенная мука, ширатамако называется. Это мука из особенного вида риса, который очень такой клейкий и сладкий, и обычно именно ее используют для дайфку, для данго и других японских десертов. И именно благодаря этой специальной муке ширатамако получаются очень мочи тянущимися и сладкими на вкус. Но если вам трудно достать эту муку, хотя ее можно, думаю, найти в некоторых магазинах с азиатскими продуктами, ее можно заменить на обычную рисовую муку. Вкус будет немного другой, но можно в крайнем случае. Но если есть, советую использовать именно ширатамако. Она даже на вид другая, видите, она такими катышками. Также мы будем использовать крахмал. Это не для теста, а для посыпания сверху, чтобы тесто не прилипало. И можно будет использовать, тоже не обязательно, но можно использовать какао. Из инструментов будем использовать пленку, обязательно нужна будет. Также вот такие резиночки, которыми обычно много денег перевязывают. И тарелки, которые можно будет подогревать в микроволновке. Ну что ж, начнем. Первым делом мы подготовим начинку для дайфку. Для этого отрываем кусочек пленки, насыпаем крем. Можно использовать не просто крем, допустим, добавить в крем растопленный белый шоколад, тоже будет очень вкусно. В крем можно добавить матча, тоже как вариант, поэтому делайте, как вам нравится больше. Я буду показывать самый базовый вариант дайфку. Посерединке размещаем фрукт на ваш выбор и сверху еще немного крема. А теперь все это заворачиваем, чтобы получился шарик. Красиво, аккуратно. Это еще посмотрим, получится у нас или нет. Вот такой шарик получился. Размер тоже можно делать на ваш вкус. Берем резинку и завязываем ей шарик. Итак, заворачиваем все наши фрукты, кроме клубники. Для клубники у меня есть интереснее идея. Почти все японские традиционные сладости сделаны изначально с пастой анко, пастой из красных бобов адзуки, поэтому тяжело понять с первого раза японские сладости, как это сладость с фасолью. Но в наше время уже начали заменять те сладости, где раньше была фасоль. Начинку начали заменять на крем, фрукты, шоколад и так далее. Поэтому их уже проще есть даже тем, кто впервые ест японские сладости. Не волнуйтесь. Вот такие шарики с кремом и фруктами внутри у меня получились. Теперь мы это отправляем в морозилку на примерно полчаса.
Это нужно для того, чтобы крем застыл, и его можно было завернуть в рисовое тесто, иначе никак не получится это сделать. Поэтому 30 минут это приблизительно, как только крем стал достаточно твердый, можно уже начинать заворачивать. Что насчет клубники? Обычно ичиго дайфку с клубникой готовят с клубникой и пастой анко, пастой из бобов. Но можно заменить пасту анко на крем, как другие фрукты я приготовила, или на шоколад. И сегодня я решила сделать с шоколадом для разнообразия, поэтому берем половинку шоколадной плитки, добавляем совсем немного молока или сливок и отправляем в микроволновку на несколько секунд. Перемешиваем шоколадную массу, чтобы она стала однородной. Главное не налить слишком много молока, иначе шоколад потом не застынет. Даем шоколаду время остыть, и в это время готовим тесто для дайфку мочи. Я буду готовить сегодня 6 мочи, поэтому я буду использовать 150 грамм этой муки. Как я разорвала, красота. Насыпаем 150 грамм сиротамако. Такая, как реально не мука, какой-то материал строительный. Добавляем сюда 20 грамм сахара. У меня нет обычного, поэтому я использую тростниковый, но подойдет любой сахар. И добавляем 150 миллилитров воды. Все это хорошо перемешиваем. Надо было брать больше посуду. Также на этом этапе в тесто можно добавить какао-порошок или чай матча, или даже варенье немного. Тогда будет тесто цветное. Хорошо перемешанное тесто накрываем пленкой и готовим в микроволновке 1,5 минуты на 500 вольтах. Тесто немного загустело, теперь мы его хорошо еще раз перемешиваем. Еще раз накрываем тесто пленкой и отправляем в микроволновку на 30 секунд. Мяу! Тесто должно получиться вот такой плотной консистенции, поэтому смотрите не по времени, а именно по тесту состоянию. Я, наверное, в общем, в итоге минуты 3 его готовила. Берем тарелку и насыпаем крахмал. И сейчас будем формировать, наконец-то, наши мочи дайфку. Примерно 1/3 от теста я оставлю. Я хочу сделать его не в крахмале, а в какао. Поэтому остальное тесто перемещаю сюда. Посыпаем тесто крахмалом с 2 сторон и растягиваем в пласт. Берем нож и разделяем тесто на 4 части. Желательно это делать, пока полностью тесто не остынет, иначе оно будет более твердое потом и будет трудно. Берем второй противень и насыпаем какао. Оставшееся тесто посыпаем какао. Можно не слишком сильно сразу тонко растягивать, потому что все равно мы будем разделять его на несколько частей и дальше уже растягивать до нужной толщины. Это будет тесто для наших ичиго дайфку с клубникой. Дальше берем тесто в руку, сверху выкладываем половину шоколада, который мы до этого растопили. Получился такой вот шоколадный крем и клубнику. И дальше стараемся это завернуть, что, пожалуй, самое трудное. Кстати, можно делать дайфку даже с мороженым. Тоже очень вкусно должно получиться. Достаем из морозилки наши замороженные фрукты с кремом и пытаемся это как-то снять. Вот так вот размещаем наши замороженные фрукты на тесте и снова пытаемся это все завернуть. Вот такие дайфку у меня получились. По ним видно, что они домашние, потому что форма, конечно, не идеальная. Но если поработать над этим, то, думаю, получится очень даже красиво. Ну что ж, дайфку мочи готовы. Посмотрим, какие они получились внутри. О, это с ананасом, это апельсин. О, すごい。結構綺麗。断面だけ見して。わ、すごい。すごいでしょ。お店みたい。でしょ。じゃあ食べてみる？あ、マジ。こんないきなり。髪とかぼちゃぼちゃだけど。じゃあね。急にいただきます。どうか。うん。でか。喋れない。いちごがさっぱりしてるから合うね。やっぱりね。うん。やっぱり。うまどっちの方が好き？い。いちごかな。А, ну, ничего, ты定番。 Вот такие дайфку мочи у меня получились.
Снаружи смотрится не так красиво, как я хотела бы, чтобы они смотрелись, но разрез шикарный, как мочи из магазина. И на вкус тоже очень вкусно, даже Изами заценил. Да, Изами? Очень вкусно. Очень вкусно. С магазина. Из магазина. Дайвку лучше не хранить слишком долго в холодильнике, иначе они становятся твердые, поэтому желательно съесть все за один день сегодня или максимум за 2 дня. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если будете готовить дайвку мочи, то напишите в комментариях, с чем вы их готовили и понравился ли вам результат. Спасибо за просмотр, увидимся еще. Всем пока!